Всем привет! Меня зовут Галина, и вы на канале Гала Уралочка. Некоторое время назад ко мне попал джемпер необычного покроя. Не помню какой марки, но первое, что я сделала, это пересняла с него выкройку, которой сегодня и поделюсь с вами. Конечно, его можно сделать из одного куска материала, лучше всего подойдет вискозный трикотаж. Но я человек не ленивый и рада буду сделать новый джемпер еще более уникальным, используя свою любимую технику пэтчворк. Кстати, можно все полотнище набрать из кусочков трикотажа. Итак, выкройка. Как видите, это прямоугольник со сторонами 90 и 60 сантиметров. В каждом углу расположены отверстия разного назначения. Для рук, куда будут пришиты манжеты, низ изделия, где тоже будет резинка, и горловина. Из лоскутков, которые я утюжила, я соберу полосу и пришью ее в качестве декора. Перед и спинка одинаковые, поэтому весь джемпер это прямоугольник 180 на 60 сантиметров со сгибом посередине. На задней части я тоже хочу пришить полосу декора шириной 27 сантиметров. Таким образом, без декоративных полос ширина прямоугольника будет 1 метр 26 сантиметров. Полоску я сошью одну со сгибом, без поперечного шва. Ее размеры 1,20 м в длину и 27 сантиметров в ширину, плюс припуски на швы. Я решила из своих запасов выбрать монохромные лоскутки, потому что основной цвет джемпера черный, а черный с белым беспроигрышный вариант. Для акцента немного красного, тем более что черные и белые присутствуют в принте этого материала. Черные полосы разной ширины сделают мой декор более графичным. Итак, стачиваю сначала поперечные швы. Затем пришиваю черную полоску. Затем следующая полоса из прямоугольников. Ее пришиваю к первым двум. К ней снова черную. И последняя наборная полоса. Пришиваю и ее. А затем утюжу готовое полотнище. На основном материале, согнутом пополам, отмечаю горловину 30 сантиметров от сгиба и столько же на задней половинке. Итого 60. Раскладываю трикотаж в один слой и прикладываю к горловине полосу красного материала. Это будет обтачка акцентного цвета. Пришиваю. Приутюживаю на изнаночную сторону. Подгибаю 1 сантиметр. И приметываю. Но не до самого среза.
Сначала нужно стачать спинку с передом и участок обтачки, дублирующий этот шов. Вот так это выглядит в готовом виде. Добавляю к основной детали полосу декора, пришиваю. Теперь нужно сшить нижний шов от метки рукава до метки низа изделия, где будет пришиваться нижняя резинка, и боковой шов снизу до рукава. Резинки. Можно купить готовые, что я и сделала, когда шила джемпер, в котором я снимаюсь в этом видео. А можно использовать запасы, уже бывшие в употреблении, если они подходят. У меня нашлись два низа от джемперов, которые когда-то были превращены в платья. Вот и пригодились. Вот так это будет выглядеть. Притачиваю все резиночки на законное место. Осталось пришить обтачку потайными стежками. Удаляю наметку. И джемпер готов. У меня размер М. Если захотите сделать размер больше, обратите внимание на высоту изделия. К 60 сантиметрам прибавьте 10 или 20. А еще лучше сделайте макет из старых футболок. Удачи в творчестве!